Привет всем! В сегодняшнем ролике у нас лодка, кот, огород и скворечник. Начнем, как водится, с кота. Вот, это котик Вилли, Мейн-кун. Он у нас такой гламурный и одновременно харизматичный. Его харизма во всем облике, а гламурность подчеркивают цветы и все его окружение. Котик удивительно умеет принимать позы и вообще встраиваться в окружающий интерьер. То есть ведет себя очень достойно. У нас сейчас гости. Это июнь месяц. На озере тепло, жара. Цветочки вовсю распустились. И котик днем спустился с крыши, сидит на участке и ищет, чем бы ему заняться. Самое интересное занятие начнется позже. Под покровом ночной темноты у котика будет охота. Он охотится, а про его охоту будет большой подробный ролик на канале. Мне повезло заснять весь процесс от начала до итогового результата. Выводы из охоты я снимать не стал, чтобы сэкономить нервы свои и нервы зрителей. Но вот весь процесс вы увидите в скором времени. В сегодняшнем ролике будет спуск лодки на воду. Ибо сезон, и живя на озере, без лодки как-то неправильно. А котик Вилли будет себе на фоне цветов, естественно, принимать различные красивые позы. И он наблюдал за нами, как мы с этим самым спуском лодки мучились, потому что процесс это непростой. Вот это у нас самый конец мая. Конец мая, видите, цветов еще поменьше. Весна была какая-то немножко затяжная и прохладная. И вот под тентом стоит лодка. А это озеро Асяхерзея, это Каринтия, Австрия. А лодку на зиму надо убирать, я ее убираю. Она стоит на таком металлическом тягаче. Вот. И стоит задача ее взять и спустить на воду. Там вот этот пирс. Рядом с ним она и должна стоять. Так, лодка это Терхи, финская. Рассчитана на 5-6 человек. Видите, все цивилизованно. Мягкие сиденья. Электромотор. То есть это лодка с электромотором. На озере электромотор, пожалуйста, без проблем. Если меньше 4,4 киловатта, то не надо вообще никаких ни водительских прав, скажем так, никаких разрешений. А у меня меньше, чем 4 киловатта. Вот здесь, кто смотрит канал постоянно знает, что здесь у нас лебеди протоптали вот эту дорожку, которая заходит к нам на участок. И сейчас там предстоит пройти лодки. Для этого надо сначала приделать колеса. На зиму, естественно, колеса снимаются. Вот, с этой тележки, на которой стоит лодка. А сейчас ее колеса ставятся назад. Это не так сложно. Потом просто на руках под наклоном на тележке этой лодка заводится в воду. Вот видите, она стоит привязана еще на тележке. Теперь надо ее отвязать, подтолкнуть, и она станет на воду. После чего уже заняться навесным оборудованием. Вот так примерно это делается. Все, осталось немножко подтолкнуть и вытянуть тележку. А тележка будет стоять на участке до осени. И потом вся процедура повторится. Лодка стоит сюда поближе. Она не мешает выходу лебедей на участок. Они проплывают под пирсом и там уже перед носом лодки выходят. Вот видите. Лодка стоит тоже под тентом. Вы увидите, потом будут кадры, как лодка стоит под тентом. А теперь осталось приделать на нее мотор, подсоединить к рулевому управлению вот этот самый мотор и погрузить аккумуляторы
После чего плыть. Там есть спасательный жилет на всякий случай. Есть пара весел, тоже на всякий случай. А так, в принципе, эта лодка у нас уже третий или четвертый сезон. Третий сезон, наверное, да. У меня есть на канале видео. Вот прошлое видео было как раз про плавание на лодке по озеру. Мы в течение сезона 5, 6, 7 раз выходим поплавать. На самом деле такое приятное развлечение, когда гости, иногда вечером, романтика, опять же. Ну вот видите, все подсоединено, мотор повешен, и осталось сесть и поехать. Значит, есть 3 аккумулятора у нас, ну вот там мотор видно. Есть 3 аккумулятора. Вот эти аккумуляторы, они позволяют около 12 километров проплыть на максимальной скорости. Максимальная скорость 8-9 километров в час. Ну, то есть этих аккумуляторов хватает, чтобы доплыть до противоположного конца озера и вернуться обратно. Если же плыть не на максимальной скорости, а на 60-70%, то аккумуляторов хватит там на 25-30 километров. Ну, у нас озеро 11 километров из конца в конец. Вот видите, лодка стоит уже под тентом, потому что бывают дожди, чтобы лишний мусор не летел. А рядом стоит моя доска для сапсерфинга. Она тоже с электромотором. И про нее у меня на канале один фильм, один ролик есть. Будет второй, где я расскажу о своих впечатлениях от этого чуда. Дам некоторый отзыв. А сейчас нам предстоит посмотреть вести с огорода. Потому что у нас есть огород. Огурчики, помидорчики. Вот он, огород, вернее его часть. Огород располагается не там, между домом и озером, а с другой стороны дома. Там, где у нас, видите, плитка, камни. И вот тут в кадушках наш огород. Почему так? Ну, во-первых, эта сторона более солнечная. Здесь жарче, солнечнее, здесь просто вот такое идеальное условие для помидоров. Во-вторых, почему мы пришли к тому, что стали сажать в горшках и катках все вот эти помидоры и прочие. Ну, там лантана стоит, а сейчас она расцвела уже. Это тоже съемки начала июня. Где-то 10 июня вот так. То есть сейчас уже все помидоры, конечно, сильно подросли. Про это я потом сделаю вести с огорода другие. А пока смотрим, да, вот этот сорт мой любимый. Самые вкусные помидоры получаются. Вот они маленькие, круглые. Наиболее высокий урожай дают вот эти самые помидоры. То есть урожай на самом деле достаточный. Мы до конца сентября почти помидор не покупаем. Вот. То есть то, что они в катках и вот такой изолированном таком вот садике, это позволяет избежать всяких неприятностей с поеданием корней всякими существами, которые там живут, поеданием листьев и так далее. А вот это 2 банана. Это специальный сорт банана. Ирина выращивает. Они уже достаточно подросли. И я надеюсь, рано или поздно мы будем иметь урожай с этих бананов. Если мы не будем иметь с них урожай, просто красивые деревья с большими листьями, а пусть будут. Там снизу маленькие, это тоже помидоры. То есть мы сначала первые 2 года сажали там на участке в сторону озера. И постоянно были какие-то проблемы, то вот там погрызут, там полевки вот эти, ну, коты полевок более-менее там извели. Все равно кто-то там корни погрызет, кто-то там на листьях какая-то гадость, еще что-то. Ну, в общем, были постоянные проблемы. Потом мы вот на такой вариант перешли, и великолепно. Помидоры, огурцы, мы ими обеспечены со своего огорода. Ну вот смотрим, это у нас огурцы. Я по помидорам. Ирина и помидоры и огурцы, она делает салат, в салат добавляет и помидоры, и огурцы.
А я в салат огурцы не добавляю, у меня только помидоры. Я такой помидорный человек. Вот, поэтому помидоров у нас достаточно выращивается. Очень вкусные, когда идут, да, свои, там, в принципе, вот в Австрии, тут в Каринтии вообще вот такой продукт местный, он без химии. Тут на навозе, вот. Но со своего огорода ты как бы вот вдвойне в этом уверен и реально вкусно. Помидоры самых разных сортов, вот, самых разных форм. Ну, опять же, я не очень одобряю вот это многообразие. Если бы мне дали волю, а мне воли не дают, это не моя зона ответственности. Вот если бы мне волю дали, я бы все засадил вот этими круглыми, вот этими черри томатами. Потому что, по-моему, они самые правильные. Ну, да, есть еще большие такие бычьи сердца у нас тоже есть вкусные. Они тоже вкусные, но там урожайность, конечно, совсем не та, которая на вот этих черри, при этом черри сорте. Вот видите, это, естественно, требует полива некоторого. Но полив у нас организован, у нас насос в озере. Воду можно не экономить. Она после полива превращается или в помидоры, а все, что лишнее, в то же самое озеро в итоге и уходит. В этой рубрике как минимум еще один ролик, вернее 2 ролика будет. Теперь у нас на очереди скворечник. Вот это скворечник. Посмотрите, в каком оригинальном месте он. Под крышей дома и развернут на фасадную часть. Этим он защищен от ветра и он защищен от хищных птиц. То есть сюда на фасад дома вот эти мелкие птички, они согласились. Вот видите, у нас в этом году было 2 выводка. То есть сначала одна семья заняла этот скворечник, вывели птенцов, улетели. Потом другая семья заняла его и вывела птенцов. Вот это щебетание, а это как раз стена моего кабинета. Вот я сижу сейчас, наговариваю звук как раз в этом кабинете, через стену, через окно от вот этого скворечника. И когда они там долбят дерево внутри зачем-то, а вот смотрите, это обведено, это я сделал вот эту металлическую. А знаете, что это такое? Это защита от дятла. Здесь есть дятлы, довольно много. И дятлы, они разоряют гнезда и скворечники маленьких птичек. В нашем старом доме на озере я наблюдал. То есть прилетел дятел, сел и стал раздалбывать окошко, чтобы его расширить достаточно и потом скушать яички, которые там внутри лежат. Вот. Чтобы этого не было, есть скворечники, которые продаются уже усиленные. В этом не было такого усиления. Я сделал сам, то есть сделал металлическую окантовку вокруг вот этого отверстия. И дятелу будет трудновато. Кроме того, мое ноу-хау, вот это 2 палочки, которые еще и длиннее, чем обычные. И часто птички сидят вместе. То есть я им создал такое крыльцо на 2. А вот тут у нас кормушка для птиц. То есть обитателям скворечника очень удобно. Не надо там летать где-то, искать что-то. Вылетел, вот тебе кормушка. Всегда готов. Котик Вилли, как видите, до этой кормушки допрыгнуть не может. И вскарабкаться тоже не может. Но его кормушка не интересует. Вот сейчас он на охоте. Но птички его не интересуют. Про это будет отдельный ролик. Кот Вилли и его охота. Что самое интересное, вот эта кормушка в охоте котика Вилли играет важное значение. Почему именно, вы потом узнаете. Но ничего страшного. Ни одна птичка не пострадала. Вот видите, это кормушка. Кормушка я тоже переделал. Во-первых, почему мы ее поставили здесь именно? Опять же, с фасадной стороны, рядом с домом. Ну, птичек, как видите, это не смущает. То есть их там огромное количество все время.
В той же компании, которая поставляет нам корм для водоплавающих, для лебедей и уток, там же я покупаю семечки чищенные. Мешок приходит и просто им насыпаем, у них всегда есть вот эти семечки, которые они с удовольствием едят. Но именно здесь стоит близко к дому кормушка, потому что у нас была проблема с пауками. То есть у нас нет комаров, практически нет комаров. Вот меня часто спрашивают, вы живете рядом с водой, там камыш, есть ли комары? Нет, комаров практически нет вообще. А есть мошкара, которая бывает только ночью, когда темнота наступает, но если ты правильно в помещении, у тебя организовано освещение, то мошкара не летит. Ее тоже, она не составляет проблему. Но проблема – это пауки. Их огромное количество, просто им, видимо, идеальный климат, идеальные условия, и они по фасаду дома просто весь дом облепляли. Вот. И мы периодически вынуждены были там пылесосом как-то убирать. Вот смотрите, я обвел. Вот это тоже мой апгрейд. Сама кормушка была с маленьким деревянным основанием, а я поставил снизу такой поддон. Это поддон от горшка цветочного большого диаметра. И вот смотрите, как хорошо получилось. Для птиц это получилась такая возможность сидеть целому большому коллективу. Вот смотрите, как они. Вот. А если бы там была только маленькая, вот, стандартная, которая шла деревянная вот эта полочка, то такого веселья бы у них не получалось. Вот этот поддон оказался... К тому же они рассыпают, они когда едят, они как бы все это летит во все стороны. Благодаря поддону все это далеко не улетает, остается тут же, и они с поддона собирают вот эти семечки. То есть я из одной такой бестолковой кормушки сделал нормальную. Так вот, в прошлом году мы поставили эту кормушку здесь и смотрим, пауков на порядок меньше. То есть пауки перестали быть такой ужасной проблемой. Эти птички, и мы видим, как эти птички летают, съев семечку, хочется чего-то другого, она тут же отлетает и догоняется паучком. Мы решили бороться с пауками природным, натуральным, экологичным способом. И это получилось. А что интересно, это получилось. Птичкам пауки, похоже, нравятся. У нас кормятся лебеди, кормятся утки, кормятся лысухи, про которых фильм я обещал, он отснят, просто надо смонтировать. А также всякая вот эта птичья мелочь. Просто посмотрите на них, как они весело проводят время на этой кормушке. Минута релакса. Итак, это у нас лодка под тентом, а слева, видите, это доска. Это доска для сапсерфинга, про которую я рассказывал вам. Я на ней очень активно катаюсь. То есть на этой доске в неделю 2-3 раза минимум. А если раньше я предпочитал кататься в спокойную погоду, когда озеро как гладь ровная, сейчас мне стало интереснее, чтобы был такой ветерок, волны и как бы немножко потруднее. Но в целом развлечение, конечно, помимо того, что просто интересно, приятно, это еще и очень хорошая физическая нагрузка. Веслом поработаешь и аппетит появляется. У меня на сегодняшний день, я посчитал, 21 сюжет предстоит сделать фильмы. То есть сюжетов огромное количество. Так что подписывайтесь на канал, включайте уведомления.
и успехов вам!